Друзья, всем привет! Сегодня у нас 1 мая. Ну, несмотря на то, что природа вообще должна диктовать свои какие-то новые правила, тепло, в Ярославле холодина стоит. Вот, несмотря на то, что светит солнце, у нас 7 градусов тепла. И я что-то решил такую небольшую фотопрогулку организовать по центру Ярославля, поэтому приглашаю вас присоединиться ко мне. И я вам покажу пару интересных мест. И когда вы будете в Ярославле, вы обязательно воспользуетесь этим видео, вспомните и сделаете замечательные фотографии на свой вкус. Ну, в общем, сегодня стрит-фотография, даже, возможно, будет больше архитектурная фотография. Поедемте в центр и давайте уже посмотрим, что там сегодня нам подвернется. Поехали! Так, а на что же, друзья, мы с вами будем сегодня снимать? О! Пожалуй-ка вот на это. Как вам такой наборчик, такая пара? Это Canon EOS R6 Mark II и такой очень хороший зум, мой любимый, 24-105 f4 серии Элька с красным колечком, все как положено. Очень шикарный зум. Давайте прогуляемся немного. Так, сегодня 1 мая, и вот эта улица, друзья. Ну вот давайте, смотрите. У нас впереди театр Волкова. Очень красивое место само по себе, с точки зрения архитектуры. Вот, здесь получают всегда красивые фотографии, особенно если вы любите снимать архитектуру, какие-то элементы архитектуры. Вот, выглядит достаточно неплохо. И туда улица идет у нас... идет улица Первомайская. Вот так вот достаточно интересно. Як, вот он, красавец такой. Нарушим немного правила. Хоп-хоп-хоп. Вот здесь слева от Волковского театра есть такое интересное здание. Это вообще дореволюционное, купеческое. Не знаю ее особую историю. Это нужно отдельно готовиться, снимать видео. Но оно очень интересное с точки зрения архитектуры. Итак, вот здесь у нас улица Комсомольская, а мы пойдем с вами на Первомайскую. Да, на улице всего 7 градусов тепла, несмотря на то, что солнце вовсю пылает. Вот такая странная погодка. Первый русский профессиональный театр, основан в 1750 году. Какое-то интересное сборище самокатиков. Нацепил я поляризационный фильтр, но, блин, когда камеру крутишь то горизонтально, то вертикально, забываешь это кольцо поправлять. В общем, даже не знаю, сниму, наверное, я его. Ага. А оно не снимается. Снимаю в полностью ручном режиме. Вот. ISO стоит на автомате. Выдержка, точнее диафрагма, вот я тут где-то ставлю 7.1, 5.6, 8. В зависимости от резкости перспективы, которую хочу получить. Ну, а далее выдержка, смотрю, чтобы экспозиция была по центру примерно. Вот. Не хочу, чтобы ISO задиралось. Хотя Canon EOS R6 Mark II, он такой в плане ISO практически бесконечный. До 2000 здесь вообще очень потребна ISO, поэтому принципиально. Вот. Если вы будете идти, спиной у вас останется театр Волкова, то вот здесь вот справа очень красивый храм.
Ой, и он против солнца. Давайте-ка мы найдем другое место для съемки. Ну давайте попробуем в контровом, что ли. Что получится, не знаю. Голуби вообще не боятся. Хотел их спугнуть и снять видео слоумо, а им вообще пофигу. Попробуем снять отражалку. Так, что у нас тут? 4,5. 5,6 поставлено. Ой, Класевич. Архитектура в центре Ярославля очень интересная, прям реально старая, дореволюционная. Поэтому, если вы увлекаетесь именно архитектурой, то можете прогуляться здесь, пофотографировать. Так, по газонам, говорят, не ходить, да, но фотографам я подозреваю, что можно. Вот интересная кафешка. Смотрите, какое место. Здесь у нас заведение «Горка». Здесь хороший ресторан. Мамука, по-моему, называется, грузинской кухни. Я здесь не часто, но бываю, когда хочет себя побаловать чем-то таким вкусненьким. И вот смотрите слева, смотрите, какая интересная архитектура. Столб, конечно, мешает. И вот, друзья, если вы просто здесь покружите по центру, вы вот таких вот построек, вот таких домов с колоннами, с лепниной найдете просто тучу. Вот это впереди пожарная часть. Она до сих пор действующая. Там, по-моему, администрация пожарный. Ну что там, МЧС. Отсюда пожарку можно снять. Тут получится, наверное, очень клево. Ой, ну такие, в общем. Ну вот свидетельство тому, что наступила весна, это цветущая сакура. Ну или что-то типа того. Весна, птички поют прекрасно. Так, давайте перейдем на самую Первомайскую. Мы шли между. Ребят, для тех, кто стесняется фотографировать в городе, все очень просто. Изображайте туриста, как будто вы здесь впервые. Ходите, приоткрыв рот, удивляетесь, вертите головой по сторонам и делаете замечательный снимок. Троллейбусы почти раритетные уже. Интересно. Интересно получается. И вот здесь на Первомайской такой интересный у нас граффити. Помните этого героя? Уличная фотография любит, в принципе, свет, но если вы снимаете утром, то у вас получаются длинные красивые тени, и вы при помощи этих теней можете даже составлять композицию. Лужа. И, друзья, если вы на Первомайской уйдете в сторону, это будет самый первый пешеходный переход. Вот, Волковский театр, мы вернулись назад, пешеходный переход, и идем сюда. «24-105» очень интересное решение. Я не топлю за сам конкретный объектив, я говорю про фокусное расстояние. Очень оно удобное,
с точки зрения универсальности, скажем так. Ой, а что это? Яблоня какая-то, дичка цветет. Так, сейчас мы тут что-то поиграем. Так. Создадим фрейм. Смотрите, какая прелесть. Что-нибудь еще замутим с лужами. В следующий раз возьму 200 миллиметров, чтобы людей поснимать. 105 все-таки недостаточно. Так, вот тут композиционно должно интересно получиться. Знак, храм, деревце. Давайте попробуем. Улица Трефилева. Трефолева, вот. Смотрите, как тени красиво ложатся. Давайте попробуем из этого что-то сварганить. Вот тут интересно, вот эта крепость арка. Очень рекомендую. Ее можно использовать как рамку, как фрейм. Получаются очень интересные кадры. Немного грязновато здесь с вечера. Ну, длинные выходные. Город гулял. Удачно голубь залетел в кадр. Ну, все, ребят, на этом. До скорых встреч. Пока-пока.